Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Бакор. Сегодня я расскажу вам, как быстро изменить цвет вашей иллюстрации. Способ достаточно простой, с помощью него можно создавать вот такие, например, эффектные видео. Итак, начнем. Открываем нашу иллюстрацию. Как ты можешь видеть, здесь много различных оттенков зеленого цвета. Просто куча слоев, и многие из них используют прозрачность и градиенты. Вручную все их перекрасить было бы очень долго и рутинно. И что же делать, когда нам захотелось увидеть нашу иллюстрацию в другом цвете или оттенке? Сейчас все покажу. Сперва определяемся с нужным нам оттенком. Их может быть и несколько, это как хотите. В своей иллюстрации я использовала в качестве основного бирюзовый цвет. Покажу нагляднее сам цвет. Для этого создадим квадрат, залитый этим цветом. Идем в палитру инструментов. Создадим квадрат. Так. Далее идем в палитру инструментов. Дабл-клик на Fill, заливка. Открывается окно Color Picker, где ты можешь изменять цвет. Как ты видишь, параметр Hue равен 179. Этот параметр как раз отвечает за цвет. Окей. Продублируем наш квадрат. Выбираем инструмент Selection Tool или клавиша V на клавиатуре. Зажимаем клавишу Alt и тянем наш квадрат в сторону. Отлично. Теперь изменим его цвет, например, на вот такой красивый сиреневый оттенок. Клик ОК. Супер, с оттенком определились. Теперь самое интересное. Выделяем всю нашу композицию и проверяем, нет ли залоченных слоев. Для этого идем «Объект», «Unlock All». Если мы не разблокируем слои, цвет на них изменяться не будет. И наоборот, если есть слои, которые мы хотим оставить без изменений, то блокируем их, поставив замок. Клик вот здесь, появляется замок. Данный значок говорит нам о том, что с данным слоем мы ничего делать не можем. А рядом ты видишь есть значок глаза, включением и отключением которого ты можешь сделать слой видимым или невидимым. Например, покажу. Вот этот слой отвечает за свечение снизу. Так, супер. Убедились в том, что все, что мы хотим изменить, у нас выделено. Идем Edit, Edit Colors, Recolor Artwork. Нажимаем. Появляется окно. В нем, как ты видишь, отображены все цвета, используемые в нашей иллюстрации. Их достаточно много здесь. Можно их повыбирать. Свойства их отображаются вот здесь пониже. Я использую формат HSB. Если он тебе неудобен, ты, нажав вот на эту кнопку, можешь его поменять на более удобный для себя. Так, идем дальше. Галочка вот в этом чекбоксе отвечает за то, что все вносимые изменения сразу отображались на иллюстрации. Далее, вот эта кнопка вызывает стандартные библиотеки цветов и меняет цвета в иллюстрации на цвета из этих библиотек. Ну, например, выберем Ice Cream. Как ты можешь видеть, наши цвета поменялись на цвета из этой библиотеки. Чтобы отменить все изменения, нужно кликнуть на значок пипетки вот здесь, и все вернется к первоначальному виду. Двойной клик по нашему цвету открывает окно Color Picker. С этим окошком ты уже знаком. Окей. Цвета также можно перетаскивать. Таким образом они тоже будут меняться. Также их можно объединить, если нужно. Так, вот эти все кнопки, они подписаны на самом деле. И
Все они делают прикольные вещи, типа рандомизируют все цвета или меняют яркость и контраст, тоже рандомно. Можешь посмотреть их самостоятельно, на них мы останавливаться не будем. Мы можем переключиться на окно Edit. Здесь цветовая палитра в виде круга. Есть уже знакомые нам кнопки. Из интересного можно переключаться в различные режимы. А также можно настраивать яркость и насыщенность цвета. Отлично, с самим окном разобрались. Осталось самое легкое. Меняем удобным нам способом все цвета и получаем результат. Здесь я чуть ускорюсь, чтобы не занимать много твоего времени, так как иллюстрация у меня достаточно объемная. Так, отлично. Нажимаем ОК. И как ты можешь видеть, цвета в нашей иллюстрации поменялись. Таким образом, ты без особого труда можешь в любой момент придать своей работе свежих красок. Я надеюсь, данное видео было для тебя полезным. Если да, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал, где я и дальше буду снимать для тебя полезные фишки, а также буду показывать свои интересные работы. Ну а я увижусь с тобой уже в следующем ролике. Пока!